Привет, друзья! Мы продолжаем серию интервью с стокгольмского мажора, и в этот раз к нам присоединился тренер команды Face Clan на этом турнире Иннер Шайн. Слава, привет! Привет! Поздравляю! Куда махать? Сюда, да? Да, можешь туда, можешь вообще вот какие-то еще другие камеры. Поздравляю тебя и команду с проходом в стадию легенд. Скажи, как оно ощущается быть тренером команды, которая 3-0 пролетелась и вышла в легенды? Слушай, пока никак не ощущается. Слишком, это первый мой лан в моей жизни, это первый тренерский опыт. Я пока еще не понял, как оно ощущается. У меня очень большое количество эмоций, и я стараюсь с ними совладать, так сказать. И я не испытываю никакого. Классно, конечно, что мы прям 3-0 прошлись. Получили себе хороший посев, но не более того. Вся работа еще впереди, основная. Рано радоваться. Может, позже какие-то эмоции придут уже. Позже придут. Да. А сейчас, наверное, может, вообще не хватает времени как-то на то, чтобы что-то посидеть, подумать, как оно ощущается, кучу там дел каких-то, или есть свободное время? Много работы. Нету. Мы даже не решились брать сегодня выходной. То есть были вчера мысли о том, что тяжелые дни были у команды очень плотно. То есть, первый день мы играли, получается, все команды играли по 2 матча из Practice Room. И были там технические задержки, долго все это было. Но нет, решили, что не будем. Все равно поиграли праки, позанимались со стратегией. Вот для зрителей поясню то, что сейчас мы интервью записываем в день после того, как FaZe вышли в стадию легенд. То есть вчера ребята прошли, сегодня уже продолжают тренироваться без выходных. То есть получается, что 3-0 прошли, 2 дня выходных, дальше игры. Мы могли бы сегодня взять выходной, в пятницу. Решили готовиться. Да. Смотри, вы 3-0 прошли, но в целом все матчи плюс-минус были такие сложные, то есть счета близкие, кроме последней карты с Virtus.pro на Ancient. Вот с кем сложнее всего было? ВП, Spirit, ENCE? Да со всеми было непросто. Близкие были матчи, ты сам говоришь. Очень важный был первый матч со Spirit, получить. То есть мы приехали сюда не занимать 24 место, но сезон складывался, в принципе, последние месяцы не то чтобы очень удачно, и очень важно было оформить первую победу. Это, наверное, был самый сложный матч в психологическом плане. Дальше пошло чуть-чуть легче. Я смотрел тот матч со Spirit, и было ощущение, что игра такая нервозная идет, но было ощущение, что Spirit будто сильно нервничали, а у вас как-то меньше это было заметно. Но у вас игроки опытные. Как вообще нервозность ощущалась у ребят? Слушай, нервозность ощущалась у меня чуть-чуть внутренне, но я справился с этим быстро. Потом Броки, это первый мейджор для Броки, в конце концов. Но он молодец, он справился хорошо. Не было нервозности, был небольшой хаос в коммуникации, в принципе, на протяжении всех 3 игр. Потому что, опять же, ожидания нашей организации от нас, они чуть-чуть, наверное, давили. А насколько вот этот хаос в TeamSpeak, насколько он прослеживался перед этим в турнирах, или это вот только сейчас на мажоре появилось? Нет, это конкретно сейчас. И то он был такой сиюминутный. 1-2 раунда, берем тайм-аут, успокоились, или техническая пауза, противники взяли тайм-аут. Нормально. А вот смотри, хороший результат сейчас у вас на турнире. Перед этим был далеко не самый успешный РМР, там, где, поражение не пам, ладно, но были очень близкие матчи с Double Pony, и еще с кем-то было поражение Финд. И сейчас смотритесь здорово. Какая-то разница в подготовке перед турнирами? Или просто это магия мажора, и тут алды такие взяли, проснулись и начинают разваливать? В чем разница? У нас было, во-первых, много времени, мы очень, очень усердно работали перед мейджором. Прям много перевернули в плейбуке, подготовили. Что касается IEM Fall, там все-таки, опять же, наверное, там ожидание, давление, оно было на команду гораздо больше. Во-первых, там не было меня, там не было Робана, поскольку Робан, за спинами ребят тяжело. Во-вторых, понимание того все-таки, что мейджор — это важный турнир. Очевидно, что он для нас стал самым важным после того, как мы на него вышли. Но для этого для нас самый важный турнир был IEM Fall, потому что мы были немножечко не очень хорошей ситуации, скажем так. Да, перед стартом турнира, и на соплях вообще квалифицировались. Можно, наверное, сказать спасибо G2. С замиранием сердца смотрели эти матчи G2.
А как вообще вы там вместе заходили, собирались как-то смотрели? Нет, кто-то вообще не смотрел, кто-то... Ну, да, я думаю, все смотрели. Они честно смотрели, кто-то, говоря. чтобы, может, не нервничать, потому что, ну, это ж, по идее, очень сложно смотреть матчи такие. Сложно смотреть матч. Я в тот день был занят, там было 2 дня, по-моему, я был занят, и я там смотрю, оп, Астралис, оп, Виталити, оп, НИП. Ну, думаю, а до этого заходил на Reddit и читал, получается, что, типа, хорошие новости, Фейс надо, типа, чтобы G2 выиграли, один из 3 было 3 плохие новости. Фейс рассчитывает на то, что G2 должны что-то выиграть. Вот. Но, честно, вот, схожие мысли, я думаю, были у всех. То есть первый матч, ладно, Энци сильный соперник, откровенно. И я думаю, что они удивят. Уже удивили многих, и они способны забраться и в плей-офф. Но, то есть, там поражение с Энци ничего особо не решало для G2. А вот я вот лично думал, что если они Финдам проиграют, то все, то мы мимо. Но это Точно. уже ж последний Да, решающий матч. но там сыграл очень важный фактор. У G2 была возможность забраться в легенды. Они забрались в итоге в легенды, они заняли 5-е место. То есть, получается, если они занимали 5-е место на EM Fall, у них при определенных раскладах, я не помню уже каких, вот, они забирались в легенды. Это не забрались. Короче, была мотивация. Да, у них была мотивация что-то сделать. Я не верю, что они без мотивации бы так пустили нас туда. Не потому, что они хотели закинуть, а потому что, ну, G2 такая команда. Если ты понимаешь, о чем я говорю. Да. Интересно, что G2 покажут на этом мажоре. Посмотрим. Будет интересно, если мы встретимся с ними в первом матче. А есть до сих пор шанс? Вот прям мы сейчас записываем это видео, когда Вот прямо параллельно... прямо сейчас там идет игра End BIG, от которой в том числе зависят наши расклады в следующей стадии. И мы можем, получается, сыграть либо с G2, либо с EG, как мы понимаем. Вот. И будет смешно, что, получается, команда, которая, по сути, вытащила нас на этот турнир, что мы с ней будем играть первый матч. Ну, не будет никаких поблажек им. Какие поблажки? Заклятый соперник. Да. Ладно, слушай, хочется поговорить про вашу команду в целом. Раньше в предыдущих составах шли разговоры о том, что какие-то проблемы с ролями, кому-то где-то неудобно, не на своих местах где-то ребята. Сейчас насколько всем максимально комфортно на тех позициях, на тех ролях, которые они исполняют? Я думаю, есть правда в том, что раньше было не до конца комфортно. Позиции, на которых, например... Я пришел в команду, получается, в апреле этого года, тогда играл Cold Zero. То есть я пришел через месяц после Керригана. Тогда играл Cold Zero. И, ну... Я не знаю, честно, я не знаю, как там распределялись позиции, но иногда чувствовалось и по игре, и по коммуникации, в принципе, ну и как-то по поведению самих игроков, что, ну, не до конца. Вот. А Олафмейстер сейчас... Эта проблема решена полностью, потому что Олаф, он такой игрок. Я сейчас прямо процитирую. То есть, когда я спросил, что мы будем делать, вот, ну, когда я узнал, что заменяет Cold Zero, я спросил, кого берем, ну, что будем делать. На что Роман сказал, что мы берем Олафмейстера. А я думаю, ну ладно. Хорошо. Нет, правда. Я не был с ним тогда знаком, я изнутри с командой с ним никогда не работал. И Робин мне тогда сказал, расслабься, Олаф придет и сделает команду лучше. Вот. Он просто, и получилось, правда, действительно так. Спустя пару месяцев я понял, что команда становится лучше. Олаф, он как такой клей, получается. Он делает столько работы для команды. То есть он взял, мы перелопатили роли, позиции. Вот. И он, в принципе, очень профессионал, прям супер высокого класса, и он делает очень много работы, которую незаметно со стороны. Ну, вот я радуюсь всегда, когда подмечаю такие моменты, и это может добавляет шансов, что зрители смогут оценивать эту всю работу, которую не видно в статье. Но это, к сожалению, очень сложно оценивать. Ты как игрок бывший, возможно, еще будешь играть. Ну, вряд ли, но... Да, прекрасно понимаешь это, я думаю.
Да, конечно. Я поэтому, и когда играл, тоже понимаю, что люди смотрят на Да. стату, и я понимаю, насколько сложно оценить вот эти вещи, о которых ты говоришь, то, что игрок склеивает, где-то что-то помогает Когда меня команде. спрашивают какой-то пример, я всегда привожу вот Mouse Sports образца 2019 года, когда был состав со Сани, с Стика, получается. И когда они кикнули Стика, все рассыпалось. Было такое. Да. Вот. Поэтому... Мгм. А вот ты, Олаф, упомянул, насколько у него вообще есть сейчас заряженность, потому что у него были перерывы в карьере. Насколько он горит игрой? Я скажу так, что он явно мотивирован, сильно мотивирован, очень старается, очень выкладывается. И в праках до мажора, наверное, мы играли в перерыве между IM-Fall и и мажором. Это прям чувствовалось. И когда мы приехали сюда, он чуть ли не в половине каток настреливал 30+. Я сижу и смотрю, блин, монстр. Человек все выиграл, все, что можно было выиграть. И Хочется мне кажется, он готов еще выигрывать. Классно, здорово очень это То есть, слышать. я думаю, что просто этика человека в первую очередь, то есть понимание того, самоощущение какое-то не позволяет человеку играть спустя рукава. Очень классно наблюдать за этим. Да, согласен, потому что если есть в команде игрок, который, ты понимаешь, что он вроде сильный, но ему не особо это хочется, это, конечно, может руинить какую-то мораль в коллективе. И здорово, что у вас такого нет, что все ребята такие заряженные. И закрывая тему ролей, хочется еще спросить про Твиста, потому что до Фейс он играл на абсолютно других ролях, по крайней мере, за дефенс он был опорником, сейчас Фейс он более активный игрок. Насколько он полностью раскрылся в этих ролях, и если раскрылся, то как быстро, сколько времени ему понадобилось, как ты можешь оценить? Расселу комфортно сейчас, точно. Мы до сих пор немножко играем с его ролями, когда чувствуем, что что-то можно улучшить, что-то можно изменить в команде. Это последнее изменение мы делали где-то около месяца или полтора назад. Это в дефенсе в первую очередь, да? В дефенсе. По-моему, мы на нюке поменяли роли. Вот. А его с Рейном поменяли местами. А Рейн же всю жизнь там на улице играл. Ну вот Рейн сейчас снова на улице играет, до этого Рейн внутри играл. Да. Вот. И наш нюк преобразился. Здорово, я тоже рад слышать то, что Твисту сейчас комфортно, и вы еще до сих пор как-то где-то меняете что-то. Стараемся искать какие-то, где можно улучшить, там стараемся искать. Но сейчас вроде все хорошо. Хочется еще спросить про Керригана, ты с ним находился вместе в Mouse Sports. Можешь сравнить его стиль коллинга? Насколько он отличается от того, как это было в Mouse Sports, и сейчас в Face? Поменялось ли что-то? Или плюс-минус вот Керриган, как он был раньше, так он сейчас коллит Face? Это сложно объяснить. Но я думаю, опять же, ты поймешь, о чем я. Надо сделать так, чтобы зрители тоже поняли. Ну, можешь попробовать. Да. Здесь немножко другая ситуация в Face сложилась. В Mouse Sports у нас были сложности с составом какое-то время, в том числе с ролью основного снайпера. Получается, она бродила. Вторую половину прошлого года она прям бродила между Керриганом. Там Крис Джей играл, старался с ЛВП играть. Да. Где-то даже мы тестили, если не ошибаюсь, уже не помню, Робса на снайпера. Но он, в принципе, и без этого хорош. Он второй снайпер. Mouse Sports сейчас, по-моему. Он за защиту часто очень садиком. Сейчас у Керригана больше ресурсов, я считаю, чем есть Mouse Sports в плане именно свободы, да. Просто у меня такое впечатление, я поделюсь, может, оно похоже на то, что ты хочешь сказать, то, что когда я думаю о том, что опытный капитан, и у него в команде есть более молодые игроки и более опытные, то, наверное, когда более опытные, он может меньше чего-то сказать, и игроки быстрее схватят идею, да? Вот именно интересно было, прослеживается ли такое. То есть получается, что Твисту там 21 год, но он уже сыграл на квадриллионе турниров, ланах, победил тоже, там, брал Intel, Grand Slam и так далее. То есть все игроки супервысокого класса, с багажом выступлений, и плюс к этому там тот же Олаф Мейстер, Рейн, они играли с Керриганом уже в Фейс раньше. И ему проще, да, понимать, распоряжаться внутриигровыми ресурсами. Вот у меня еще была тоже такая гипотеза, которую я хотел проверить. Есть ли такое впечатление, что Керригану проще и играть в таком составе, потому что меньше что-то нужно объяснять, игроки быстрее схватывают, и он может как-то больше... Я думаю, это прям субъективная вещь, но мне тоже кажется, что да. Окей, здорово. Ну, это чувствуется, наверное.
А можешь сравнить в целом вот эти две команды? Это вот в чем FaZe Clan круче, чем MouseSports были? Или чего тебе не хватает того, что было в MouseSports? Есть какие-то такие вещи? Сравните команды для себя, в своем ощущении? Да, твое каком-то, впечатление. В моей вот, работе или вообще впечатлении? Что тебе быстрее в голову приходит? Не знаю, вот что сейчас первое. Ну, давай во всем по порядку. Давай. Что касается моей работы, у меня здесь тоже больше свободы, получается. Это в первую очередь касается самопозиционирования себя. Окей, можешь как поподробнее? специалиста можно. Да. В MouseSports я пришел после Gamer Legion, то есть каждый раз у меня так случалось, что я думал, что я что-то знаю, когда меняю команды. А когда приходил в новые команды, понимал, что ничего не знаю. В MouseSports я пришел после Gamer Legion, команда, из которой вылез Campus, получается, в NIP. Мы с ним играли. Там вообще много таких шведских игроков было интересных в Gamer Legion. И я там пришел, как вот зеленый такой, совсем начинающий, ничего не понимал. Первая тир-1 команда, и там первые месяца 2 я вообще просто учился, откровенно говоря. И вот этот вот опыт, который я набирал, а потом, случился скандал с тренерским багом. И у меня снова произошел скачок, потому что мне пришлось взять больше ответственности на себя. Мы играли несколько месяцев без тренера, 2, по-моему, месяца или что-то такое, и мне пришлось... я этого и хотел, и это в какой-то степени была вынужденная ситуация с Керригана снять какую-то часть работы, потому что он и так, в одном из своих интервью он говорил, что он прям перегорел, что у него там было по 50-60 часов в кейсе в неделю, и помимо этого еще работа там с плейбуком и так далее. Вот. И самопозиционирование себя в MouseSports, нет такого. В FaZe я пришел как готовый специалист, скажем так, уже. А там я учился и в том числе не мог себя поставить правильно из-за этого с игроками. Мое мнение, не всегда было весомое. Это, опять же, дело не в игроках, дело просто в том, как все сложилось. А сюда я прям пришел, у меня есть свобода. Вот. Что я делаю? Я знаю, во-первых, я знаю, что я делаю, я знаю, как я хочу это делать, я знаю, что можно улучшить во всех аспектах, как команду сделать лучше. И вот эта вот уверенность моя, она, наверное, чувствуется все-таки в команде, и игроки тоже понимают это. А можешь как раз чуть приоткрыть занавес, в чем сейчас заключается твоя работа как тренера, насколько это отличается от того, что ты делал именно как аналитик? Есть ли у тебя вес какой-то в принятии решений в команде, в выстраивании... Во время матча? Во время матча, или, может быть, перед матчем в плане выстраивания плана на игру, или это все Керриган делает? Перед матчем ничего не меняется. Финн, он обычно выстраивает свой геймплан какой-то, я его смотрю. Робин смотрит, Роберт, так или иначе, он все равно не может, принимает участие немножко в жизни команды сейчас. Я вношу какие-то свои предложения, правки. Вот. Финн там спрашивает, типа, ты совсем согласен? Условно. Да. То есть этот процесс, он устоявшийся. То есть не меняется там от онлайн-матчей. Мы там совместно, грубо говоря, выстраиваем план на игру. Я какие-то точечно даю информацию игрокам. Я всегда это стараюсь сделать. А здесь, в чем отличается... это мой первый тренерский опыт. И, честно, давай на чистоту. Я думал, что я сюда приеду говорящей головой. Правда. Я думаю, что я сейчас это могу сказать. Я думаю, я бы не стал это говорить, если бы так оно и было. Да. И буду просто, выполнять какую-то роль моральной там поддержки. Но на деле у меня вроде как неплохо получается. Чувствуешь свой импакт? Чувствую. Он не очень большой, но он есть, да. Класс. Это вообще очень приятное чувство, когда ты понимаешь, что ты именно помогаешь команде. Я очень удивлен этому, правда. Слушай, очень интересно в это копнуть. Ты, получается, удивлен, что у тебе есть что предложить ребятам? Да, я удивлен, что у меня сходу что-то получается, правда. Потому что, понимание того, что такой большой, такой важный турнир для всех. Первый мейджор за 2 года, и... Да. А насколько ты вообще дальше видишь себя потенциально в будущем в роли тренера, а не аналитика? Рассматриваешь ли какой-то... Я пока еще не решил, честно. Но когда я достигну
Это вот тот опыт, который я получаю сейчас, он очень важен, я считаю. И ну, почему нет? Вот если у тебя был бы выбор потенциальный в тир-1 команде быть в роли аналитика или в тир-2 пойти в роли тренера, как бы ты рассматривал? Я думаю, этот я выбор? сейчас не рассматриваю этот вариант вообще. Мне слишком все нравится, ну, конкретно. Если конкретно брать вариант с Face, то я вообще не рассматриваю никакие другие варианты. Хорошо, сейчас. ну а допустим, не Face, допустим, вот RS Face какая-то закончилась, время там прошло, и у тебя есть Я выбор думаю, сейчас еще может быть аналитиком. чтобы набраться опыта Потому больше. что, да, разные капитаны, разные тренеры, разные игроки. От каждого можно по чуть-чуть опыта собрать. Но если там через какое-то время, если мы говорим там типа года 1,5-2, наверное, скорее тренер в тир-2, чем аналитик в тир-1. Хотя, ну, сложно говорить. Рассматривал бы такую возможность. Да. В целом поддерживаю такое решение, потому что я когда думал, я в итоге решил не идти в сторону тренерства, но думал о том, что если я хотел бы, то я бы скорее предпочел пойти в какой-то топовый коллектив в роли аналитика и набраться там опыта у топовых ребят, чем Это очень пытаться- сложное решение, которое обусловлено многими факторами и людьми, с которыми, ну, ты понимаешь, Конечно. с которыми работать, и организацией конкретной. Да. Ну вот конкретно сейчас, я думаю, что если там случится так, что Face предложит мне следующий контракт, я даже не буду думать. Окей. По ходу этого турнира, если вы встретитесь с Нави, что вы вообще будете делать? Потому что последние 3 месяца, примерно 3 поражения Нави 2-0, вот ты как аналитик, насколько близок к разгадыванию этой тайны, что делать против У Нави? нас было хорошо против Нави. Последний раз, по крайней мере, в Кёльне. Счет ближе уже был? Да, нюк. Мы прямо отдали нюк. Да, мы должны были его забирать. Ну, вы И первый кто знает, там что- 11-4, по-моему, выиграли, да, в сторону? Слушай, я не помню, как оно было, прям раунд за раундом, но у нас был 1 или 2 матчпоинта, и я сидел, смотрел трансляцию, и я понимаю, что Нави бэка сделать, да, играть на овертаймы, они взяли, закупились. Вот. И я понимаю, что надо выиграть раунд, и все. И, ну, что это прям рискованное, смелое решение, и оно оказалось правильным. Нави додавили нас, выиграли. А что мы будем делать с Нави, я не знаю. Слишком далеко заглядывать, потому что Нави это точно не наш первый соперник в стадии легенд, и скорее всего не наш второй, если там не какие-то безумные расклады случатся. Поэтому Окей. я думаю, что команда очень жаждет крови Нави. Очень. Я представляю, я думал. Я сам очень жажду крови Нави. Куда больше, чем кого другого. Окей, короче, самый принципиальный соперник в этом турнире. Хорошо. Ну вот не зря я задал этот вопрос, потому что я так смотрел на последние результаты с Нави, думаю, наверняка хочется отомстить им. И последний вопрос касательно ваших целей на этот турнир. Есть какое-то, ну знаешь, минимальные какие-то цели, или шаг за шагом будете смотреть, или вот вам, особенно учитывая то, что есть Керриган, есть Ола в составе, непонятно, сколько у них впереди мажоров, и, может быть, есть только цель топ-1, и все, ничего не Я думаю, что если мы дойдем до полуфинала, это будет хорошо. Хорошо, да. Да. Окей. Спасибо большое, что уделил время сегодня, особенно учитывая то, что у вас еще и не выходной, продолжается тренировочный день. Может, у тебя есть какие-то последние слова передать своим знакомым? Да, я хочу передать привет, о боже, прости, банде Фиджи. Кто знает, тот поймет. Я хочу, конечно, передать привет своей жене. Я знаю, она посмотрит это. Наташа, я тебя очень люблю. Спасибо большое за то, что смотрели это интервью. Не забывайте подписываться на канал Maincast, ставить лайки, оставлять комменты, как вам вообще, что понравилось в этом интервью. Может, какие-то дополнительные вопросы, которые вы напишите в комментах. Может быть, Слава на них ответит. Обязательно. Да, в общем, все. Всем спасибо, всем пока.